Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 27 ноября, понедельник. Сегодня начну с кратких, но приятных новостей. Судя по сообщениям очевидцев, которые появились уже в интернете, немецкая сторона сделала ответный, мягко говоря, недружественный жест в сторону Польши, устроив затор польских автомобилей, фур, которые движутся в сторону Германии. По свидетельствам очевидцев, длительность этой очереди, которая скопилась на польско-германской границе, достигает где-то километров 40. Как говорят, это примерно столько же, сколько Польша устроила затор для украинских фур. То есть братья немцы борются за справедливость. Надеюсь, это отражает новые тенденции в подходе Германии к вопросу о том, как надо помогать Украине, о которых я вам сообщал в 2 предыдущих видео. Речь, если вы помните, идет о том, что Украина, безопасность Украины играет ключевое значение для безопасности Германии, я бы сказал, даже жизненно важное значение для безопасности Германии и всей Европы. Ну, надеемся, что скоро вот это межвременье в Польше закончится, придет к власти наконец-то коалиционное правительство, и там представители вот этих кругов, которые пришли к власти, недавно сообщали в американских СМИ, что они надеются на то, что дружеские, теплые отношения между Украиной и Польшей вернутся обратно, как это и должно быть. Из далекого Китая поступают также хорошие сообщения о том, что китайцы отказались. Они долгое время посылали соответствующие сигналы, но теперь решили врубить правду матку Кремлю и отказались вкладывать какие-либо деньги в силу Сибири-2, поставив таким образом крест на этом стратегическом плане Российской Федерации. Ну и одновременно, чтобы сделать пилюлю еще более горькой, китайцы потребовали от Москвы еще более снизить цены на газ. Если так дальше пойдет, то не исключено, что ради дружбы без границ с Великим Китаем, товарищем Си, Путину придется платить за то, чтобы китайцы брали его газ. Дай бог. Ну, теперь перейдем ближе, так сказать, к внутренним делам Украины, ну и внешним, потому что внешние дела, к сожалению, неразрывно связаны с внутренним. Тема безуглой. Ну, на ней уже оттоптались, наверное, все, кто мог и хотел. Добавить комментариям мало что можно. То есть это глупая выходка зампредседателя комитета украинского парламента по обороне и разведке, получила заслуженный отклик, хотя она вела напряженные арьергардные бои сегодня, выкидывая еще одну глупость за другой. Ну, все-таки необходимо кое-что сказать, вот что я вижу во всем этом. То есть это не просто какое-то изолированное проявление безумия, это тенденция, о которой я говорил. То есть 2 страшные во время войны проблемы этой власти. Это повальная коррумпированность, я бы сказал, которая уже перешла в мародерство, а с другой стороны, это вопиющий, я бы сказал, даже воинственный дилетантизм. Помните, кто смотрит регулярно мое видео, я как-то прокомментировал заявление Буданова Мосейчук, в котором он сказал, что одна из очень важных проблем в Украине в эти дни – это клуб, как он сказал, 70+. То есть вот старые профессионалы, которые не дают молодым кадрам проявлять свои таланты во всю их мощь. На что я ответил, что главная проблема не 70+, а 35+.
35, то есть вороватые лохи 35+. И вот я думаю, что про вороватость насчет Безуглой не скажу. Думаю, что ее держит там пока подальше от корыта. Она должна заслужить сначала. И вот, видимо, она этим и занимается. Что обратило мое внимание? Ну, во-первых, это не изолированный, совсем не изолированный акт. То есть до нее было интервью Зеленского изданию «Сан», которым он жаловался на своих генералов. Я уже говорил, что это глупейшее, что можно было сделать главе государства. Жалуясь на своих генералов иностранному средству массовой информации. По американским стандартам это ниже плинтуса. Это просто удар по репутации страны и собственной своей команды Зеленским. Затем Арахамия к нам, значит, явился, который потряс страну, да, и весь цивилизованный мир несколькими заявлениями. Страну, и вот лично меня, он потряс тем, что он признал фактически, то есть те деятели под руководством Арахамии, которые вели переговоры в Стамбуле, секретные переговоры с представителями Кремля, они фактически признали, что в Украине существует нацизм, потому что вписали туда и подписали, поставили свою подпись под этим, что Украина должна будет во исполнении вот этого парафированного соглашения провести денацификацию. То есть, если она проводится, значит, она подразумевается есть. И под этим, как я понимаю, стоит подпись Арахамия. То есть, это вот признание просто шока, вызвало у меня шоковое состояние. Второе, это, как признал Арахамия, команда президента Зеленского находится под внешним управлением, причем таким жесточайшим управлением. Можно там что-то думать, какие-то переговоры вести, но приезжает Борис Джонсон и говорит: ребята, нафиг переговоры, мы воюем, все, отдали честь и так далее. Это вообще так, как говорил мой старый приятель в университете, это уму непостижимо, любимая его фраза была. Но если так дальше развивать эту мысль, и если действительно так под таким внешним управлением находится команда Зеленского, то возникает неизбежный вопрос: а зачем она вообще тогда нужна? Пусть тогда напрямую Борис Джонсон, Байден, пусть создадут там специальный комитет, который напрямую это будет управлять государством. Вот как МакАртур управлял Японией после Второй мировой войны. Я вам скажу, это будет, первое, гораздо более эффективно, а второе, в денежном плане это будет чрезвычайно выгодно для Украины, потому что те люди, вот тот же Борис Джонсон, при всех своих недостатках, но в воровстве, особенно в крупномасштабном, он замечен не был. Ну вот так вот, значит, Арахамия, а теперь Безуглая. Главное, что привлекло мое внимание, вот ее требование, возмущение. Почему ВСУ, то есть Залужный, она апеллировала лично к нему, почему не предоставил планы? И вот это как раз, ну, калька просто, зеркальное отображение. Это просто, ну, скоординированная акция. Это как раз то, что, ну, буквально несколько недель назад в Конгрессе США представители МАГА, трамписты, которые говорят, кричат «не цента Украине», они вот этим же и занимаются. Это их тактика. И я вам это рассказывал несколько недель назад, как один из конгрессменов написал, а там группа их подписала, целый ряд, значит, требований к Белому дому, главное из которых: расскажите о своих планах, поделитесь с нами, покажите, куда вы идете, куда вы будете тратить деньги и так далее. Они требовали планы, как требует Безуглая. То есть это нельзя не рассматривать как кальку или заимствование. То есть это или сговор врагов Украины в Конгрессе Соединенных Штатов. Это так, если по-черному, да, так по худшему варианту рассматривать это дело. Средний вариант – это просто, ну, головотяпство. То есть чувствуют, что надо наехать на ВСУ, на Залужного. Где-то там услышали, а может, из нашего канала, господа, услышали, что делают люди из МАГА в Соединенных Штатах, и решили: а почему бы нам так то же самое не сделать?
Разница только большая. Там все-таки вот этот конгрессмен, который Гарсия, если я не ошибаюсь, он сам бывший летчик, то есть у человека есть опыт, он воевал. То есть он может понять суть планов, стратегии Пентагона сейчас в отношении Украины. Но на кой черт это нужно без угла? То есть она, может быть, я посмотрел, образование, врач, ну и занималась бы. В конце концов, там у них в комитете есть, можно посмотреть, последить за вопросами военной медицины. Но она же в разведку, я помню, раньше лезла. Теперь она вот требует, подай ей для экспертной оценки планы Залужного. Но это первое, что вызывает удивление. Это вот этот вопиющий, воинственный лохизм, я бы сказал, когда лохи требуют у профессионалов, чтобы профессионалы в тяжелейший момент истории, когда Залужному, у него не так много людей там, насколько я понимаю, нужно разрабатывать кампанию в непростых условиях. А тут где Ляпкин-Тяпкин, подать сюда бумаги, садись и пиши, отвечай на запросы без угла. Это безумие какое-то. Второе. Сегодня, как я слышал из украинских источников, я имею в виду YouTube, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов сообщил какому-то британскому изданию о том, что сотни российских агентов гуляют по Украине, работают напряженно на центр московский. Но и в этих условиях. То есть я вот помню, Безуглая присутствовала и потом работала активно по тому, чтобы замять скандал, известный как Вагнер-гейт, который знают здесь, в Соединенных Штатах, и знают, что там действительно реально случилось. Случилось то, что произошла утечка со стороны представителей гражданских властей Украины, которые это услышали, а потом оказалось, что это знают в Москве. И таким образом операция, в которой были задействованы важнейшие, то есть спецслужбы ближайших союзников Украины, была тупо провалена. И вот теперь ей дай планы, секретные планы ВСУ в условиях, когда гуляют, по признанию Данилова, сотни российских агентов. Причем они же гуляют не там, они же не дворниками работают. Они работают в органах власти, в органах управления. То есть, я считаю, это однозначно. Это нельзя им передавать в принципе, в сложившейся ситуации, в принципе. И как я вам рассказывал, американцы делают то же самое. Помните, вам историю рассказывал, как по поводу Атакамс. Белый дом принимает решение о поставке Атакамс в Украину 20 августа, я вам рассказываю 9 сентября, а президент Зеленский и Ермак узнают об этом аж 21-го. Вот чтобы не знали. Нет, значит, то есть я могу это рассматривать как... Вообще рекомендовал бы господину Данилову через возможные официальные его полномочия обратить внимание, что это было со стороны Безугла и зачем ей надо были эти планы. Кстати, она там, как говорят украинские комментаторы, раскрыла несколько секретных статей. То есть она требовала, естественно, секретную информацию. Зачем ей нужна эта секретная информация, которую она не может оценить? Она может быть хорошим врачом семейным, хорошим проктологом. Но при чем здесь планы, стратегические планы ВСУ? Это какой-то кошмар просто. То есть для чего это? Это помощь, попытки оказать помощь ФСБ или просто головотяпство? Вот в чем все вопрос. Наконец, вот это время атаки на ВСУ, оно идеально. Во-первых, если взять вот эти события, которых я перечислил, Зеленский сначала, потом Арахамия, теперь вот Безугла, причем она не остановилась. Остановите Безуглу, безумие, остановите безумие ради Бога. Она же вчера не остановилась на достигнутом, она сегодня пошла дальше в бой, как этот самый бешеный мустанг. Невозможно стреножить. Получается, как типа скоординированная операция, кампания целая. И выбрана идеально. Она выбрана
как раз когда сенаторы, конгрессмены, вот они подъехали, и сейчас 12 дней у них есть для того, чтобы решить вопрос. Важнейший вопрос, жизненно важный для Украины. И тут тебе подача из Верховной Рады от обезумевшего депутата, обезумевшей депутатки Безуглой. Вот кто вбивает клин. Вот, то есть вопрос, все ищет, кто вбивает клин. Вот кто вбивает клин. Ясно, все и понятно. Еще один. Как-то так интересно, понимаете, получается. Ну вот Арахамия. У меня же есть люди, которые понимают, что инсайдеры, так сказать, которые глубинно понимают, что происходит в Киеве в органах власти. И ни одного из них нет никакого сомнения в том, чтобы ни Арахамия, ни Безуглая не могли бы рот раскрыть и что-нибудь пискнуть, если бы на это не было прямой санкции кого? Правильно? Козыря. Я уверен, что 99% из вас, я имею в виду украинскую, прежде всего, аудиторию, все понимает. А он сам, я вам скажу, одно из последних его заявлений, это он сделал в интервью все той же Мосейчук. Вы чувствуете, вот Мосейчук, можете наградить высшей наградой Украины за раскрытие иностранной агентуры, потому что как-то так получается, что в беседе с ней именно они и проявляют себя, и происходит провал резидентов. Так вот, фразу проронил Ермак, когда ему был задан вопрос, существует ли противоречие между гражданской военной властью, сказал, мне об этом неведомо. То есть он об этом не знает, но люди, которые без него писнуть не могут на эту тему, они говорят, то есть они не только ее признают, они ее разжигают. И вот вопрос, какую роль играет Ермак в этом деле? То есть или он дергает за ниточку лохов, потому что сам не хочет высовываться, то ли еще какую-нибудь закулисную игру ведет. Ну, в общем, это последний подарок, в кавычках, отрицательном смысле, который могли сделать официальные лица из Украины своей стране накануне решающих 12 дней рассмотрения вопроса о выделении помощи Украине. Теперь кратко. Вот я хочу два кратких дела предоставить внимание госпожи Залужной, простите, Безуглой. Чем действительно должен заниматься ее комитет, чтобы приносить пользу, а не вред. Ну, допустим. Дело о итальянских гаубицах, господа. Весной 22 года правительство Италии сообщило Украине о том, что у них есть 123 гаубицы, готовы передать бесплатно. Но их надо ремонтировать. Они там где-то середины 90-х годов, то есть там надо было менять все: стволы, двигатели, оптические прицелы. Ну и сказали итальянцы, что мы этого сделать не можем, надо искать компанию. Этим делом занялось агентство оборонных закупок, которым руководит бизнес-партнер бывший, а бывших бизнес-партнеров не бывает, Ермака, известный господин Шарапов. Ну и вот, значит, этим делом занялось ведомство господина Шарапова. Речь идет шла о поставках 155-миллиметровых самоходных гаубиц М109 Лема. Ремонтировать итальянцы не могут ремонтировать. Нашли компанию. Это АОЗ, агентство оборонных закупок. Нашло компанию UDC, которая, как потом оказалось, не имела ни опыта работы по ремонту такого вида вооружений,
ни персонала соответствующего, ни оборудования. Но агентство оборонных закупок заключило контракт и сделало предоплату 100% вперед. Это как раз тогда, помните, целая история вот такими предоплатами, которые, деньги сгинули вообще, они растворились в офшорном пространстве всего мира на сумму порядка тогда, значит, вот именно это на 36 миллиардов гривен, что по тогдашнему курсу было примерно 1 миллиард долларов. 1 миллиард долларов по цене тех F-16, которых Украина ожидает, это так примерно 25 самолетов. Это натовская эскадрилья. Сделали предоплату в размере 37 миллионов 125 тысяч долларов США. И ремонт, и последующая за ним поставка должна была произойти через 3 месяца. Но потом начались неожиданные маневры. Через некоторое время компания UDC, которая взяла деньги, сообщила, что ей не дают гаубицы. Италия не дает гаубицы, и вообще Италия не дала согласие на поставку этих гаубиц. То есть это агентство оборонных закупок не могло это проверить. А потом, значит, не дало еще вдобавок не дало разрешения на экспорт этих гаубиц. Ну, пошла мутата туда-сюда, начали разбирательства, а деньги уже ушли. Вместо 3 месяцев проходит 6 месяцев, и гаубицы привозят в Украину. Половину, по-моему, их пришло. И вдруг ужас, оказывается, что они пришли не отремонтированные. То есть совсем. К ним, как говорят источники в соответствующих структурах Украины, которые видели их, эти гаубицы, они совершенно не были отремонтированы, и они не стреляли и не ездили. Их нужно было реально ремонтировать заново. Ну, то есть ВСУ отказалась подписывать акт о приемке. Нету товара, нету вооружения. Деньги, повторяю, ушли. Скандал. В Минобороне были вынуждены отреагировать, провели служебное расследование. О результатах этого служебного расследования, насколько я понимаю, официально народ не был проинформирован. НАБУ и ГБР открыли дела, которые опять-таки непонятно где, в каком они состоянии. А агентство оборонных закупок, приняв Соломоново решение, заключило еще один контракт, но уже с украинской фирмой, на работу, на ремонт этих гаубиц. Это, значит, должны будут заплатить еще в добавку к 37 миллионам 125 тысячам, которые ушли в ЮДС. Теперь новые деньги. А те 37 миллионов с гаком забудьте, они исчезли. Вот вам, значит, почему госпоже Безуглой не заняться поисками этих 37 миллионов? Пользу бы принесла государству, вооруженным силам, стране. Вторая краткая справка вам. Есть такая компания, называется научно-производственное предприятие «Новотех», которое строит по договору. Договор давний, если я не ошибаюсь, он где-то идет с середины 2000-х годов с Министерством обороны Украины. Согласно этому договору, они строят жилплощадь, и 10,7% они передают в Министерство обороны. Это для военнослужащих. И вы понимаете, насколько остро сейчас стоит вопрос в связи с войной о жилплощади для военнослужащих. Ранения, люди гибнут, остаются их семьи, или люди не могут возвратиться обратно, потому что такой удар по их здоровью нанесен ранениями.
То есть они нуждаются, и они имеют право на получение этой жилплощади. Но Министерство обороны, правда, здесь подчеркивается, что это было вот до последнего состава, то есть до нынешнего министра обороны, включая Резникова, включая период плодотворной деятельности Резникова. Так вот, значит, там изобрели схематоз. Есть возможность путем манипуляции вот этих 10,7%, которые компания отдает от построенного Минобороны для военнослужащих, а можно поиграться с этими цифрами и заключить другие контракты с другими компаниями, с другими цифрами. И в результате получается огромное количество неучтенной жилплощади, которая построена, передана, и ней теперь, то есть вот она, на бумагах ее нет, а на самом деле она есть. И на этом, как говорят люди, причастные к этому делу, причастные, я имею в виду, они знают эту историю, так сказать, изнутри, коррумпированные, высокопоставленные руководители Минобороны делают большие деньги. Компания пыталась с Минобороны решать этот вопрос, говорила, как же так, у нас же контракт, но, видимо, надоели строители со своими вопросами, и против них возбудили уголовное дело, военная прокуратура. То есть, типа, сейчас военной прокуратуре делать больше нечего, вот она решила заняться этим вопросом. И тут произошло столкновение интересов. С одной стороны военная прокуратура, с другой стороны ГБР. ГБР сначала закрыло это дело, военная прокуратура опять открыла. Ну вот идет вот такое телодвижение. В результате страдают военнослужащие, идет дерибан по странному стечению обстоятельств, как это проходит, почему это проходит мимо внимания комитета, зам главы которого является мадам Безугла. Вот что, значит, я хотел бы сказать в кратком комментарии по поводу того, что происходит. Происходит, конечно, кошмар. И это все накануне самого главного события, с которым не было бы Безугла, и с него бы я начал сегодняшнее видео. То есть после праздников законодатели возвращаются в Вашингтон, и у них остается 12 законодательных дней для того, чтобы решить вопрос о том пакете помощи, который включает 61 миллиард для Украины и 14 миллиардов для Израиля. Этот вопрос обсуждался в ходе вот этого уикенда, праздников. В Галифаксе, Новая Скотия, если кто знает, значит, проходил международный симпозиум или конференция по вопросам безопасности. Она была международная. Там, насколько я знаю, были представители общественных организаций из Украины. И там представители и республиканской, и демократической партии активно обсуждали вопрос, что делать, значит, с этим пакетом. Кстати, у меня вот, я в изумление пришел недавно, прочитал один из комментариев, их, правда, немного, вот один, но я удивился, как он может быть даже один. Мне пишут, а что-то вы зациклились на событиях в Конгрессе по поводу обсуждения. И я понял, что я напрасно здесь трачу свое время, если есть люди, которые этого не понимают. То есть вот эти 12 дней, они играют сейчас большее значение, чем все, что угодно остальное для Украины. Потому что если не будет принят этот пакет помощи, то ситуация станет драматической в плохую сторону. Если он будет принят, она станет драматической, но в позитивную. То есть это вопрос, на кону стоит чрезвычайно много, просто чрезвычайно много. Ну так вот, значит, последнее состояние дел в этой сфере. Во-первых, есть противоречие между демократами
и республиканцами. Это по поводу помощи Украине. Республиканцы используют это в качестве разменной монеты для того, чтобы вышибить из демократов все, что можно. Ну, все, что можно, в конце концов, свелось к вопросу о южных границах. Я вам говорил, там, ладно, построить забор этот трамповский, бог с ним, но они выбрали в качестве, так сказать, дашь на дашь, да, от демократов, вопрос, который не решаем уже 10 лет. 10 лет он вообще считался почти нерешаем. А сейчас республиканцы его прицепили в качестве условия к помощи Украине и требуют решить. Ну вот, значит, решают. Что я могу вам сказать? То есть от него зависит, от решения этого вопроса, будет ли не будет, я имею в виду о эмиграции и южной границе. Даже не столько южной границы, а именно принципиальный вопрос об эмиграции. Какой там принципиальный вопрос? Тоже вам говорил, вкратце скажу. Нормальная практика сейчас. Человек прибывает в Соединенные Штаты, просит убежище, говорит, меня хотят там убить. Или наркокартель, или ФСБ. В зависимости от того, кто прибыл. Он пишет заявление, дальше ему нужно ждать. Иногда приходится ждать долго. И вот до сих пор он имеет право это все пребывать в Соединенных Штатах Америки, потому что тут ему будет безопасно. Республиканцы хотят изменить это. Ты пришел, ты написал заявление, теперь вали обратно и жди, пока твое заявление будет рассмотрено и принято решение. А иногда приходится, вот для тех, кто подал заявление, скажем так, лет 8 назад, некоторые из них до сих пор ждут. То есть там громадный бэклог образовался. Ну, они ждут сейчас, здесь. А представьте, если бы они ждали это там, на родине, ну какой смысл? Все. Это все равно отправлять людей обратно, если это честный иммигрант, это все равно, что отправлять его обратно на виселицу или под пули недруга, или за решетку на долгие годы. То есть это в корне разбивает всю позицию Демпартии по принципиальных вопросам. Почему принципиальная? Америка – страна эмиграции, основана на иммигрантах. Но, то есть это жертва. Демократы должны принести и предвыборную кампанию свою, потому что за это придется отчитываться перед своими избирателями, у которых есть соответствующая позиция по этому вопросу. Но есть такие наметки, что Белый дом вроде готов решить этот вопрос, но все-таки в каких-то разумных пределах. Компромисс возможен. Итак, вот шестым чувством, я так утрирую, читая между строк, слушая между двумя голосами, я так понимаю, что вопрос должен быть решен положительно. Но это часть пакета. Израиль. Значит, у Израиля тоже возникли проблемы, но теперь уже внутри Демпартии Соединенных Штатов. Есть там такие супер блюстители прав человека, которые хотят поставить условия. Израиль получит помощь при условии, если он прекратит военную операцию. Ну, сами понимаете, что это означает для израильтян. То есть заморозить конфликт в Израиле, вернее, военную операцию по ликвидации Хамаса, это все равно, что, ну так, даже хуже, чем сейчас заморозить конфликт с Путиным, потому что все понятно. Но вот есть такое, причем люди, одни из таких движков вот в этом вопросе, являются евреями. Вот Берни Сандерс, такой его считают почему-то леваком. Ну, не знаю, левак он, не левак, но когда он еще был молодым, и когда только происходило становление его как будущего политика, он побывал в Москве, ну и, видимо, изумился. Тогда еще Советский Союз существовал. Видимо, что-то ему там понравилось, и от этого не может излечиться до сих пор, хотя он в очень преклонном возрасте находится. Так вот, он говорит,
То же самое, что республиканцы говорят в отношении помощи Украине, он говорит в отношении помощи Израилю. Политика выписывания пустых чеков или чеков на предъявителя закончилась. Вот этот вопрос, значит, еще нужно решить. Ну и плюс если я не ошибаюсь, до 19 января им нужно принять половину бюджета на следующий финансовый год, который уже идет с 1 октября, а вторую до 2 февраля. А между 19 и 2 января и 2 февраля всего 2 законодательных дня. То есть вот такая ситуация сложилась. Подвожу резюме, господа. Ситуация аховая, но, судя из тех звуков, которые доносятся из-за закрытых дверей республиканцев, значит, и демократов, и комитетов, комиссий согласительных, больше шансов на то, что то есть, что пакет будет принят. Но пока никто не может сказать абсолютно, в каком виде окончательном это будет сделано и какие будут суммы. Опять-таки, так, вот тональность этих звуков, которые доносятся оттуда со стороны сторонников Украины, вроде пакет должен быть для Украины существенным. Ну и что значит это? Если он будет существенным, то это, по идее, может резко изменить ситуацию на полях сражения в Украине в пользу Украины. Но я не имею в виду там продвижение на десятки километров вперед, но то, что эта зима может стать и должна стать очень горячей для агрессора, это факт. То есть, я вам скажу так, американские военные, да и вообще НАТО, они настолько расстроены вот этими проволочками, которые происходят в Конгрессе США, что они готовы поставить то, что они поставляли раньше, и в гораздо больших количествах, чтобы показать американскую или натовскую Кузькину мать, наконец-то. Не только бледной моли кремлевской, но и своим политикам. Потому что возникла такая ситуация, когда в Европе такие основные игроки, как Германия, о чем я вам докладывал, наоборот, там пересмотр позиции фундаментальной в пользу сотрудничества и помощи Украине идет в позитивном плане, и вдруг на тебе. Кто бы мог ожидать, что так это все развернется в Соединенных Штатах. Теперь еще одна новость, которую я хотел бы вам осветить в этой части выпуска. В Турции, по сообщениям Financial Times, в Турцию резко возрос экспорт товаров военного назначения в Россию. И этим очень озабочены Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Провели проверку за 9 месяцев этого года, и оказалось, что количество они проверяли по 45 материалам или комплектующим, которые крайне необходимы сейчас российской военщине. Так вот, оказалось, что за 9 месяцев их объем поставок возрос чрезвычайно и составил порядка 158 миллионов долларов. Только по 45, которые включают в себя оптические компоненты и комплектующие для оптических приборов, микрочипы и так далее. И вот эта сумма 158 миллионов, она в 3 раза больше, чем то, что было поставлено в России за 9 месяцев предыдущего года. Ну, то есть Турция, Эрдоган
в своем амплуа. То есть использует ситуацию и занимается то же самое мародерством, беспринципным. То есть там, где есть деньги, в экономическом плане он с теми, и там, где можно заработать хоть что-то. Хотя вот 158 миллионов долларов, ну, это не такая уже критически важная сумма, в конце концов, но тем не менее, тем не менее. Так вот, значит, зам министра финансов Соединенных Штатов Америки на этой неделе отправляется в Турцию, где в Стамбуле, Анкаре проведет соответствующие переговоры. ЕС, Великобритания, Япония, в принципе, солидарны с Соединенными Штатами Америки и собирается оказать соответствующее влияние, воздействие на Турцию. Каким образом происходит? То есть Турция, страна НАТО, оказывается одним из главных каналов получения Мордором тех товаров, комплектующих, которые находятся под санкциями. Там не надо отсылать в Гонконг, не надо через Объединенные Арабские Эмираты, прямо через Турцию, которая рвется в Евросоюз, которая уже в НАТО. Ну и вот по сообщению из стран G7, импорт Турции из стран G7 вот этих товаров по 45 позициям, которые потом идут в Россию, так вот Турция увеличила закупки в странах G7 этих товаров на 60% по сравнению с аналогичным периодом. И составил в текущем году $500 миллиарда. Вот так вот, друг Эрдоган. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск. Подведу итог на всякий случай. Итак, очень хорошие новости с границы Польши, Германии. Хорошие новости из Китая, который ставит крест на нефтепроводе стратегическом «Сила Сибири-2» и требуя снижения цен, а там уже около себестоимости цен на российский газ, в принципе, более позитивные, чем менее позитивные, так скажу, более 50%. Скромно, консервативно скажу, шансов на то, что предстоящие 12 дней наконец-то будет решен вопрос о помощи Украине и Израилю. Ну и деятельность. То есть, как вы видите, G7, если бы собирались сливать Украину, поставить на крест, как вот твердит российская пропаганда, толдычит, то что-то волноваться насчет Турции. Ну, поставила на 150 миллионов, 158 миллионов. Ну, увеличила на 60% закупку этих товаров в странах G7. Пусть дальше увеличивают. Что волноваться, если все равно с Украиной все покончено? Нет, господа, не покончено. Очень надеюсь, и все к этому идет, что будет покончено с Мордором, во всяком случае, с главным его правителем. Вот на этом позвольте закончить сегодняшнее видео. Слава Украине и вооруженным силам. Для тех, кто протягивает руки, значит, в сторону Залужного, руки прочь от генерала Залужного, прекратите вбивать клин между руководством ВСУ и обществом, хотя это не удастся, но прекратите демонстрировать или разжигать попытки дискредитации руководства ВСУ, потому что единственный, кому это нужно по-настоящему сейчас, это Кремль, Путин, также российские спецслужбы и их агентура в Киеве. То есть лозунг «Руки прочь от Залужного и от ВСУ». Вам, дорогие друзья, желаю выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу.
До новых скорых встреч!